Дошла очередь до сборки аккумуляторной батареи. Для этого проекта я запланировал более емкий аккумулятор, чем собирал ранее. Поэтому она будет состоять из 14 секций и по 6 литий-ионных аккумуляторов формата 18650 с честными 2,7 ампер-часами каждый и даже немного больше, что по итогу даст чуть больше 16 ампер-часов. И в полностью заряженном состоянии аккумулятор будет выдавать 58,8 вольт. Всего будет задействовано 84 литий-ионных аккумулятора. Вы можете собрать аккумулятор чуть больше или меньше из других литий-ионных аккумуляторов формата, допустим, 21700. Принцип сборки одинаков. Принцип сборки аккумуляторной батареи довольно простой. Допустим, возьмем несколько аккумуляторов, например 3, и соединим их последовательно. Плюс к минусу и так далее. В данном случае каждый аккумулятор заряжен до 4,2 вольт. Это фиксированное значение почти всех литий-ионных аккумуляторов. Эти 3 аккумулятора будут работать одновременно и уже выдавать 12,6 вольт. Таким образом набирается вольтаж аккумулятора. Добавляя один аккумулятор, будет повышаться вольтаж на 4,2 вольта. Чтобы набрать емкость и мощность аккумуляторной батареи, нужно каждую секцию добавить еще несколько аккумуляторов. И чтобы они вместе работали, их нужно соединить. Плюс к плюсу, минус к минусу. Таким образом образуется секция с тем же вольтажом, но с большей емкостью. В данном случае каждый аккумулятор содержит 2700 мАч, и при добавлении одного аккумулятора емкость секции будет увеличиваться на это значение. Важно! Каждая секция должна иметь равное количество аккумуляторов. В противном случае аккумулятор будет работать по самой слабой секции. Для сборки цельного аккумулятора нужно правильно расположить секции и правильно их объединить в одно целое. Вот примерно так, как на видео. Можно собирать более компактную аккумуляторную батарею. В моем случае это 14 секций. Объединяя их последовательно, я получу нужные мне 58,8 вольт в полностью заряженном состоянии. Нижний порог этого аккумулятора составит 47,6 вольт. По достижении нижнего порога сработает плата защиты и отключит потребитель. Про плату защиты, или по-другому коротко БМС, что это и как ее подключать, я расскажу дальше в этом ролике. Чтобы набрать нужную емкость аккумуляторной батареи, я соединю 6 аккумуляторов каждой секции, каждый из которых по 2,7 ампер-часа, и получу запланированные 16,2 ампер-часа или 952 ватт-часа. С такой емкостью, я думаю, смогу проехать более 40 километров, управляя только ручкой газа, или около 100 километров с ассистентом педалирования. Более точно покажут тесты. Предварительно я сделал шаблон размера будущего корпуса аккумулятора из держателей, именуемые холдерами, которые соответствуют этому типоразмеру аккумуляторов. Из них собрал площадку так, чтобы она умещалась внутри корпуса аккумуляторной батареи. Из холдеров очень просто и удобно собирать площадку для размещения аккумуляторов. Холдеры изготовлены из прочного пластика, и после размещения в них элементов образуется прочный каркас, в котором соблюдены расстояния между аккумуляторами. Предварительно все аккумуляторы я зарядил и проверил на емкость. Внес все значения в программу Excel и теперь воспользуюсь сайтом Repack по компоновке секции согласно емкости аккумулятора. Тем самым мне удастся собрать каждую секцию, состоящую из 6 аккумуляторов, так, чтобы они были максимально схожи по емкости. Скопирую все значения, которые внес в таблицу, и перейду на сайт Repack. Внесу все значения. Далее нужно указать количество секций. В моем случае это 14. Укажу количество элементов в каждой секции. Это 6. Укажу вольтаж аккумулятора 4,2 в полностью заряженном состоянии. И кликаю по кнопке создания пакетов. По итогу получаю рекомендацию с вот такой компоновкой и последовательностью секций. При такой компоновке аккумулятор будет содержать чуть больше 17 ампер-часов или чуть больше 1000 ватт-часов. Я распечатал рекомендации по размещению каждого аккумулятора и буду компоновать согласно таблице. Готово. Все аккумуляторы расположены в своей последовательности согласно рекомендации. Теперь соберу из холдера вторую ячейку и зафиксирую ее. Теперь будет удобнее соединять аккумуляторы методом приварки никелевой ленты или методом пайки. Для начала я решил все же изготовить корпус для будущего аккумулятора. Для этого сделал вот такой шаблон, учитывая конфигурацию рамы и толщину стенок сумки под аккумулятор. Так как я буду изготавливать корпус из оргстекла, я сделал вот такой полноразмерный жесткий шаблон. По нему буду сгибать полосу оргстекла толщиной 6 мм. Разметил мне нужную ширину корпуса, это 9 см.
Измерил окружность будущего корпуса. Сантиметр оставлю на возможные подвижки и подгонку, поэтому отрежу 102 сантиметра. Нарезаю оргстекло сетевым лобзиком с пилкой по дереву, так как более мелкий зуб нагревает оргстекло и плавит его. Готово, можно загибать оргстекло, для этого можно воспользоваться техническим феном, но так как у меня его нет, буду делать на обычной газовой плите. И вот так у меня получилось. С внутренней стороны корпуса сделаю накладку из оргстекла и склею при помощи дихлоретана. Это достаточно ядовитое вещество и склеивать желательно на открытом воздухе. Примерно через час можно снять зажимы. Обе части склеены очень прочно. Боковые стенки сделаю из вот такого оргстекла. Оно толщиной 4 мм, и этого достаточно. Разметил контур согласно шаблону. Также отрезал лобзиком, вклеил внутрь будущего корпуса при помощи все того же дихлоретана. На всякий случай примеряю аккумуляторную батарею. Все вмещается хорошо. Наверное, вот тут расположу плату защиты, модуль БМС, а также понижающий модуль до 12 Вт. Места для этого предостаточно. С этой стороны будут выходить провода. Вот это будет основной плюс батареи, а вот это будет минус. Аккумуляторную батарею можно собрать методом приварки никелевой ленты. У меня все для этого есть, в том числе небольшая сварочная плата. Для ее работы также потребуется мощный автомобильный аккумулятор. Этот способ в разы быстрее. Но в этот раз я принял решение собирать аккумулятор при помощи паяльника, медной жилы толщиной 1,2 мм, которую буду использовать две жилы, скрученную между собой, и устанавливать как силовую шину. Соединять каждый аккумулятор буду тонким медным проводом толщиной 0,5 мм. И если в каком-то аккумуляторе произойдет замыкание, она просто перегорит, предотвратив тем самым повреждение остальной части аккумулятора или его возгорание. Вот примерно так перегорит проводник при замыкании. Провод толщиной 1,2 мм я достаю из самого обычного электропровода. Очищаю от оплетки и при помощи шуруповерта скручиваю две жилы вот так. Тонкий медный проводник я беру из старого телевизионного кабеля. Все готово. Перед вложением аккумуляторов на них нужно немного зачистить контакты, для того чтобы припой прочно держался. Зачищать достаточно по центру, размером до 3 мм. После желательно все контакты обезжирить. Перед вложением аккумуляторов в местах, где будет припой, наношу немного активного пастообразного флюса. Разогреваю паяльник до 500 градусов, набираю немного припоя и прикладываю жало паяльника к месту лужения на пару секунд, так чтобы не перегреть аккумулятор. После все тем же обезжиривателем надо убрать остатки флюса. Таким образом залуживаю все 84 аккумулятора с обоих сторон. Аккумулятор я залудил таким образом, чтобы образовалось некоторое острие, для того чтобы появились точные отметины на специализированном самоклеющемся изоляционном картоне. После импровизированным просекателем, сделанным из топливной медной трубки, я пробью в нем точное отверстие вот примерно так. Изоляционным картоном я максимально закрываю контакты аккумуляторов, дабы избежать случайного замыкания припайки. У меня был такой случай. Это делать совсем не обязательно и можно просто аккуратно паять, но я решил сделать в этот раз именно так, просто для эксперимента. На одной полосе изолятора пробил все отверстия, наклею его и максимально приглаживаю в местах пайки, так чтобы он плотно прилегал к контактам аккумуляторов. Все то же самое проделываю с двух сторон аккумуляторной батареи.
Вот так по итогу получилось. Я заранее разметил места соединений секций, так будет более удобно и вероятность ошибки сводится к нулю. Забыв про севший аккумулятор в камере, на которую я снимал этот ролик, я уже начал спаивать секции аккумулятора. И вспомнил только на этом моменте. Часть силовых дорожек я уже зафиксировал. И объединил две секции с одной стороны. Также подпаял плюсовой провод, использовав для этого термостойкий силиконовый провод толщиной 13G. Ради эксперимента хотел установить в корпус вот такой разъем XT60E, чтобы к нему уже подключать контроллер. Но по итогу мне не очень понравилась эта идея, и я просто выведу подлиннее провода с разъемом XT60 по типу папа. Силовые шины я фиксирую на секундный клей, предварительно провод обрабатываю напильником, точечно фиксирую на них термоусадку и приклеиваю к изоляционному слою. Кстати, держится очень крепко. Но это лишь фиксация для удобства при паянии, а сами тонкие проводники уже закрепляют намертво. На шине точечно заложиваем места, где будут подпаиваться проводники. Кончик тонкого провода изгибаю примерно в кольцо при помощи пинцета. Наношу немного припоя и припаиваю к аккумулятору. Немного его изгибаю и подпаиваю к шине. Другой конец также изгибаю и подпаиваю к другому аккумулятору. Таким образом подпаиваю все тонкие проводники-предохранители и заклеиваю их термоскотчем во избежание случайного замыкания. На первой стороне ничего страшного не произойдет, а вот когда приступлю к соединению секций на оборотной стороне, там уже может коротнуть. Поэтому надо делать все максимально аккуратно и следить за чистотой рабочего места. Ведь даже небольшой кусочек проводника или олова может закоротить. В целом ничего критичного не произойдет, но большое количество искр не сильно обрадует. На аккумуляторе видно, что я уже разметил секции белым маркером согласно схеме, только в обратной последовательности, так как вывод плюса мне нужен снизу аккумулятора. Это понадобится для более удобного подсоединения балансировочных проводов, об этом чуть позже в этом ролике. Все то же самое я проделываю и с другой стороны, только здесь надо паять уже аккуратно, ведь с каждой подсоединяемой секцией уже будет формироваться вольтаж аккумулятора. Соединил последнюю секцию, проверил вольтаж 58,2, все отлично. Вот так получилось спаять с этой стороны аккумулятора. Теперь можно приступать к установке платы защиты. Немного информации про эту плату защиты. Ее также именуют как Smart BMS. Это означает, что ее можно подключать к смартфону и ПК. По каналу Bluetooth через бесплатную специализированную программу. Ссылка на актуальные программы будет в описании к видео. Коротко, для чего вообще нужна плата BMS? Основная ее функция заключается в контроле за уровнем заряда и разряда аккумулятора. Если аккумуляторы разрядить, как говорится, в ноль, то они просто могут выйти из строя и потерять всю свою емкость. А вот если будет перезаряд литий-ионных аккумуляторов, то тут уже возможен взрыв и возгорание аккумулятора. А горят они очень эффективно, и водой их не так просто потушить. Также эта плата оснащена термодатчиком, который будет контролировать нагрев аккумулятора. И при достижении определенного порога он будет отключен от потребителя или зарядного устройства. Каждая секция аккумулятора контролируется отдельно. Для этого подключается шлейф с проводами. Также эта плата защиты умеет балансировать и выравнивать заряд каждой отдельной секции. Но она малоэффективна, и если разброс существенный, то ей это будет очень сложно сделать. Подключаясь к смарт-плате в приложении, можно увидеть состояние аккумулятора, вольтаж, его температуру, состояние каждой отдельной секции. Можно отключить или включить потребитель через приложение. При зарядке можно увидеть, какой силой тока заряжается аккумулятор. Также в приложении очень много тонких настроек аккумулятора, которые без особых знаний менять не стоит. Здесь уже есть предустановленные настройки,
настройки, 2 для литий-ионных аккумуляторов и 2 для литий-железофосфатных аккумуляторов. Также можно посмотреть историю аккумулятора, сколько заряжался, какие были сбои и так далее. В общем, плата очень интересная, у меня есть опыт уже с 3 такими, и пока проблем никаких не замечено. Только была небольшая проблема с паролем, которую я успешно решил. Но в этом случае была моя вина. Для начала я решил установить аккумулятор корпуса, чтобы определиться с местом крепления платы защиты. Сначала была мысль закрепить плату на верхней стенке корпуса, но позже я решил ее разместить на самом аккумуляторе. По размерам она очень хорошо встает. Да и длина балансировочных проводов ограничена. Балансировочные провода припаиваю по порядку. Начинать следует с тонкого черного провода, который припаивается к минусовому контакту первой секции аккумулятора. Позже туда подпаивается толстый синий провод B- с платой защиты. Следующий белый провод подпаивается к плюсовому контакту первой секции. То есть к первой секции припаиваем черный провод к минусу, следующий белый к плюсу. Далее по порядку все провода припаиваются к каждой секции в районе плюса. Последний красный провод 15, если считать с черным, также припаивается к положительному контакту 14 секции. Также к силовой шине этой секции припаиваю выводной силовой провод, он будет плюсом и пойдет на подключение к контроллеру и на зарядку аккумулятора. Основной минус, который будет подключаться к контроллеру на плате защиты, обозначен как C-. Заряжаться аккумулятор будет также через этот разъем, где подключается контроллер. Бывают также платы защиты, где нужно выводить отдельные провода для зарядки аккумулятора. Это, на мой взгляд, не очень удобно. Итак, с местом установки платы защиты я определился. Теперь для удобства разложу балансировочные провода. В этом месте закреплю на двухсторонний скотч, примерю, чтобы длины шлейфа хватало для удобного подключения к плате. Итак, первый тонкий черный провод я подпаиваю к минусу первой секции. Далее следующий за черным проводом белый я помечу как первый, наклеив на него малярный скотч и подпишу. И пока оставлю, он будет подпаиваться с другой стороны. Следующий белый провод я подпаиваю к плюсу второй секции. Сейчас для удобства я решил пометить все провода и пронумерую их. Также проложил согласно порядку все провода к месту подсоединения, провода фиксировал секундным клеем и пропаял их согласно последовательности. Вот так. Проверю правильность подключения. Минусовой щуп мультиметра ставлю к контакту черного провода, а красным прикладываю к контакту, расположенному через 1. Вольтаж должен увеличиваться примерно на 8,4 вольта. Итак, через один контакт проверяю. По итогу должно быть в районе 58 вольт. Все верно, можно продолжить с другой стороны аккумулятора. Также фиксирую провода согласно нумерации и подпаиваю каждый к своему месту. Вот так по итогу у меня получилось. Проверю правильность подключения шлейфа балансировочных проводов. Минусовой щуп прикладываю к черному проводу. Далее прикладывая положительный щуп по порядку к остальным контактам. Вольтаж должен увеличиваться примерно на 4 вольта. Если будет другое показание, это значит какой-то провод припаян не на свое место. У меня в данном случае все хорошо. Можно подключить плату защиты и проверить работоспособность. Можно продолжить. Закрою контакты термоскотчем. Плату защиты буду фиксировать на двухсторонний скотч. Но предварительно проверю плату. Подключу Bluetooth датчик, подключу шлейф балансировочных проводов. Программа у меня уже установлена. Запускаю ее. Так как я уже подключался, программа это сделала автоматически. При первом подключении пароль простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, плата работает хорошо. Информация всех секций актуальна. Проверим на отключение и включение аккумулятора. Все работает как надо. Можно зафиксировать плату защиты, термодатчик расположил в этом месте. Просверлил отверстие для выключателя понижающего модуля до 12 вольт и временно зафиксировал его. На дно корпуса уложил демпферный слой толщиной 10 мм. Провода для питания понижающего модуля подпаял к плате C-, а плюс к аккумулятору. Зафиксировал Bluetooth датчик и понижающий модуль на двухсторонний скотч. Проверил его работоспособность. Все отлично, выдает нужные мне 12 вольт. Для вывода 12 вольт буду использовать вот такой влагостойкий разъем. Все можно как-то закрепить крышку. Я это сделал при помощи небольших саморезов. Разогретым гвоздем прожигал отверстие в оргстекле и на горячую закручивал саморезы. Зафиксировал на 5 точек. При желании можно было бы дополнительно нанести какой-нибудь силиконовый герметик. Но пока не буду этого делать, так как возможно еще потребуется свободный доступ к аккумулятору. Разобрался с подключением фары, подсветки, сигнала и понижающего модуля. Вот к такому переключателю. Схема у него такая. 2 синих провода на фару, 2 желтых к сигналу,
красный, зеленый, правый сигнал поворота, красный, черный, левый сигнал поворота. Все подключил согласно схеме, включаю понижающий модуль. Итак, фары и подсветка у меня будут работать одновременно. И так как я не предусматриваю установку сигналов поворота, возможно, подсветку переключу на выключатель правого поворота. А на выключатель левого поворота подключу понижающий модуль до 5 вольт для зарядки девайсов. Звуковой сигнал работает от своих батареек, я его подключил к соответствующей кнопке. Зафиксирую провода в корпусе на термоклей. Ну вот, на этом и все. Аккумулятор полностью готов к использованию. Размещу его в предусмотренные для него сумки. И так как я буду продавать этот электрофэтбайк, оставлю на аккумуляторе информацию о нем, характеристики и дату сборки. Спасибо, всем пока.